Друзья, всем привет! С вами Иман Яскараева. Очередной прямой эфир. Сегодня я хочу поговорить на тему, которая очень часто интересует тех, кто инвестирует в недвижимость, кто рассматривает возможность вложения своих средств и покупки квартиры в Эмиратах. Тема будет именно с позиции, почему это выгодно покупать квартиру в Эмиратах и почему люди рассматривают Эмираты для вложения своих средств. Какие именно с позиции юридические аспекты данного вопроса я раскрою в данном прямом эфире. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, задавайте. Также это видео будет размещено на YouTube, у меня есть YouTube-канал, пожалуйста. И, значит, вы же, в принципе, многие, мы все понимаем, да, что очень часто, вообще очень большое, огромное количество людей, иностранцев, экспатов, они покупают квартиры в Эмиратах. В Эмиратах квартиры покупать на самом деле просто. Вы сейчас узнаете, я расскажу, почему это на самом деле привлекает. И это доказано таким неиссякаемым потоком. Если разговаривать с риэлторами, то этот год текущий, это был один из самых плодотворных в плане расцвета скупки недвижимости, покупки, и какие именно здесь особенности существуют, связанные с юридическим оформлением, с какими-либо обстоятельствами при сделках. Это я сейчас вам в данном видео расскажу, в данном прямом эфире. Итак, первое, самое главное, друзья, очень интересный такой момент, оформление недвижимости в земельном департаменте Дубая, я буду говорить приблизительно к Дубаю. Здесь оформление сделки происходит единовременно. Практически в момент, когда покупатель и продавец совершают сделку, в земельном департаменте этот процесс регистрируется. Если мы говорим о покупке у застройщика, то, конечно, здесь временной фактор немножко оттягивается, потому что да, у застройщиков еще можно 4% не платить. Порой бывает, что застройщики дают скидку, да, я сейчас говорю о государственной пошлине за регистрацию недвижимости. И в этом случае, если вы покупаете у застройщика, то сделка может не быть единовременно зарегистрирована. Застройщик вам чуть позже скинет title deed. Правоудостоверяющий документ, акт на право собственности на ваш недвижимый объект называется здесь title deed. Итак, это является очень защищенная система земельного департамента. Этим занимаются специальные трасти-департаменты, трасти-департамент мы их называем. Да? Это примерно по подобию нашего нотариата, когда происходит сделка. В наших странах это нотариусы, у них есть специальная система, доступ, где видят все зарегистрированное недвижимое имущество на конкретного индивидуума. То же самое есть в земельном департаменте, такая система, плюс еще там есть именно оценочная стоимость недвижимого объекта, из которой исчисляется 4% государственной пошлины. Это первый фактор. Оформление бывает очень простым и доступным, легким, и в системе это все, значит, фиксируется, вы защищены. Второе, переходя к защите, люди, которые покупают недвижимость в Эмиратах, могут быть спокойны. Сведения о том, что у вас есть недвижимое имущество, оно не будет предоставлено никому, за исключением по решению суда, когда это делается, то есть там запрос подается по соответствующим основаниям, может быть, если вы являетесь наследником, например, да, какого-либо экспата, который умер и у которого была квартира, например, в Эмиратах, или какие-либо еще какие-то факторы, когда нужно взыскать задолженность человека, и тогда отправляют сведения. То есть все то же самое, что в наших странах, то есть конфиденциальность есть, но плюс еще здесь не платят налоги. Да, мы сейчас об этом ниже скажем. То есть люди, которые, даже если есть решение суда наших стран, допустим, будь то Казахстан, Россия, Украина, то есть у них есть решение суда предоставить сведения о том, какая квартира, какая недвижимость есть у этого конкретного нашего гражданина нашей страны, то никто ему просто так не даст это. То есть это надо, чтобы это было именно местным судом одобрено, такое право предоставить сведения о том, что у этого человека есть квартира. Такое часто у меня бывает, когда, например, люди разводятся, да, допустим, у них был брак в России зарегистрирован, у них здесь есть недвижимость, а потом жена или муж не могут доказать, что на мужа или на жену зарегистрирована недвижимость. То есть, если нет у вас документов, просто прийти, даже жена, муж, сын, сват, брат, никто не может просто прийти и взять эти сведения, то есть официально оформленные, да, что вот есть у моего родственника такая недвижимость, и я на нее претендую.
И еще третье основание, которое привлекает, вы все знаете, что страна безналоговая, вообще налоги отсутствуют, то есть вы как таковой, там нет такого сидеть и высчитывать. Есть такой сервис Charge, это зависит от места расположения недвижимого имущества, это своего рода оплата, ну, я бы сказала, это с владельца взимается. Как бы не называть его налогом, но это тоже взнос, такой платеж за содержание объекта в целом, за то, что вы, есть у вас специальный номер, присваивается владельца недвижимого имущества в Эмиратах, но как такового налога никакого вы не платите. Далее. Интересная особенность, смотрите, у нас же большинство, если как инвестируют в недвижимость, если, и задавайте вопросы, отвлекаюсь на вопросы, если вы инвестируете, понятно, что люди хотят дальше получать доходы. И вот интересная особенность, да, в недвижимости, почему инвестируют. С одной стороны, она держит в себе ваши активы, то есть недвижимость это и есть актив, это ваша ценность, и в то же время одновременно вы можете сдавать ее и получать дивиденды с этой недвижимости. Причем вы же знаете, что в Эмиратах очень хорошо сдаются объекты, особенно в Дубае, особенно в хороших районах. Вы можете легко сдать квартиру в аренду, и это делается очень легко и просто в том плане, что вам не нужно оформлять какое-либо ЧП, частное предпринимательство, индивидуальное предпринимательство, то есть вам достаточно просто купить квартиру. Я вам сейчас расскажу еще интересную процедуру, как можно купить квартиру, даже находясь дистанционно. То есть далее вы, значит, покупаете квартиру и сдаете ее. То есть вы сразу получаете прибыль с этой квартиры, если она построенная, допустим, объект. Значит, бывает, кстати, такое интересно, что вы даже не построенный можете в рассрочку брать, можно у застройщика покупать, можно оформлять ипотеку. Даже нерезиденты могут оформлять ипотеку, если они докажут, что у них очень хорошая как бы кредитная платежеспособность, они докажут, у них есть банковские счета, ну то есть обороты за последние года. То есть это все делается, если вы хотели бы дополнительно, надо проконсультироваться у ипотечных брокеров. И никто абсолютно не запрещает вам сдавать в аренду квартиру. Более того, вы в какой-то степени защищены законом в плане регулирования. Есть у нас в земельном департаменте даже отдельный орган, который разрешает споры в области landlord, tenant. У меня есть видео, я рассказывала, как вот если возникли какие-то споры у вас с арендатором, с арендодателем, как решаются. И в этом плане, то есть поощряется вот эта возможность купить и сразу сдавать квартиру. Вот, это я вам сказала. Теперь пятая особенность, имеется возможность... Кто-то позвонил мне. Так, смотрите, есть возможность... Особенность, возможность, звонят мне и отвлекают. Мне, если я поставлю на самолетик, наверное, тогда все равно тоже я не смогу с вами тогда разговаривать, да? Так, значит, да, хотела сказать еще одна особенность. Имеется правовая база, регламентирующая процесс арендных отношений. Я это сказала, на самом деле это тоже очень, скажем, очень такой фактор, да, бенефит для вас, для тех, кто вкладывается, что есть специализированный орган, что есть понятные нормы закона, которые регламентируют. То есть если вы правильно купили, затем правильно сдали в аренду, все предусмотрели до мелочей, все с законом сверили, то вы в принципе в выигрыше будете. Именно только если вы скоррелировали свои как бы возможности и закон под себя адаптировали, друзья, потому что сразу хочу сказать, что здесь так просто не выселить, да, тенанта, поэтому будьте аккуратны, если вы будете сдавать в аренду квартиру, то нужно обязательно проконсультироваться, если вы сами захотели заехать, или если вы вдруг захотели продать в будущем, вам нужно за год, за 12 месяцев уведомлять об этом своего лендлорда, а если вы только сейчас сдаете, вы ему сразу должны давать предупреждение, что параллельно вы сдаете в аренду, и сразу вы через год его выселяете. Смотрите, еще одна интересная особенность, особенно сейчас, после того, как вот эта вся ситуация с пандемией, она как бы произошла такая акселерация процесса, когда можно оформлять все онлайн. Если вы покупаете у застройщика, он просто вам скидывает документы, отправляет курьером, вы подписываете, отправляете назад, он, значит, соответственно, это все делается, в принципе, через почтовую службу, да, доставки. Либо если вы, допустим, оформляете с
Раньше это было, кстати, очень было хорошо, сейчас изменили. Нотариат, опять же, запретил давать доверенность онлайн, не все могут получить, только те определенные лица, которые имеют резидент-визу, или у них недавно был заезд, там, если есть виза с штамп, то есть тут нужно проконсультироваться по вашей ситуации. Раньше, вот до сих пор было очень удобно, можно было выдать доверенность онлайн любому там своему представителю на территории Эмирата, он мог подписать за вас. Даже во время пандемии было такое, что сделки заключались онлайн. Это не всегда есть хорошо, потому что, ну, сами понимаете, там высокий фактор риска того, что кто-то там, как проверить, надлежащее лицо ли подписывает и так далее. Такие моменты есть юридически важные, которые нельзя игнорировать. И судя по тому, что они сейчас не прижились здесь, что все-таки государство понимает, и оно немножко ужесточило, да, возможность выдачи доверенности онлайн. Вот, друзья, поэтому это вот один из факторов, который тоже привлекает людей, которые покупают квартиры, что можно будет, в принципе, не приезжая на территорию, выбрать, купить, может быть, потом приехать посмотреть, или до того, как посмотрели, уехали, вернулись, подумали и купили. И еще один самый интересный, друзья, фактор, очень важный и очень действительно такой практичный, это, наверное, то, что вы можете после того, как вы купили квартиру на сумму, раньше был 1 миллион дирхам, сейчас изменили, сделали 750 тысяч дирхам. Если у вас сумма недвижимости, то вы можете взять резидент-визу. Резидент-виза оформляется на 3 и более года. Если вы недвижимость ваша превышает определенную сумму, там есть на 5 лет, там есть на 10 лет виза дается. То есть недвижимость, чем дороже недвижимость, тем больше вам welcome, живите далее, и вам дадут визу. Это виза, резидент-виза, вы преимущества знаете. Если не знаете, посмотрите у меня на YouTube-канале, я рассказываю, какие преимущества у тех, кто владеет, ну, держателей резидент-визы, а также вы можете получить, ну, соответственно, банковские счета. Кстати, вот когда вы сдаете в аренду, единственная проблема может быть возникнуть, что у вас нет банковского счета. И если вы получили резидент-визу, вы открываете банковский счет, и вы арендные платежи получаете на свой банковский счет. Это очень удобно. То есть у вас копятся деньги, вы, в принципе, в своей стране комфортно проживаете. Единственный такой момент, который очень важно, друзья, понимать, что очень много тоже разных вариантов, схем. Я не скажу, что это какое-то мошенничество, но вам могут, скажем так, на рынке ввести в заблуждение, и вы купите не то, что хотели, а может быть изменится потом какие-то условия, договор вы им не прочитали, неправильно поняли, слишком были доверчивы, или какой-то на вас маркетинг повлиял, да, какой-то манипуляции с вами там где-то скрыли какие-то факты. То есть есть такое, нельзя это исключать. Пожалуйста, не бежите там, не бегите с закрытыми глазами, что вот все прекрасно, эта страна, вот инвестируйте и так далее. Нет, на самом деле отличная страна для инвестиций, все четко продумано для вложения денег, для последующего получения прибыли. Если вы сами подходите с умом, понимаете все законы, читаете, внимательно ознакомливайтесь, изучайте рынок, друзья. Это была основная информация по поводу именно инвестирования в недвижимость, какие плюсы и минусы. Возможно, нет, минусов я не рассказывала. Я думаю, в другом видео расскажу, какие бывают минусы. Какие вообще есть у вас вопросы, пожалуйста, задавайте. Я сейчас закрываю свой эфир. Это была такая выдержка, аспект именно юридический я вам рассказываю. То есть нет смысла рассказывать вам про многое другое, что вам могут риэлторы рассказать. Только из-за отсутствия налогов нужно эмигрировать в ОАЭ из РФ. Не совсем понимаю, это у вас утверждение, радость или что, но это ваш, как бы, ну, такой, я так понимаю, утверждение, да, что надо переезжать или... В общем, друзья, это была основная информация. Вы можете, в принципе, посмотреть, потом записать свои вопросы, либо мне в личку напишите, либо можете, у меня WhatsApp есть, или на сайте оставите заявку. Если вам интересно знать про изменения в законодательство, если вы планируете когда-нибудь, может быть, в будущем инвестировать, то, в принципе, подписывайтесь на телеграм-канал, если ваша жизнь как-то связана с Эмиратами, где я оставляю новости юридические, исключительно юридические новости на русском, на английском языке, все, что касается Эмират. Друзья, с вами была Айман Ескараева, спасибо большое за внимание, всем пока.